Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца июля. Что придет на ваш порог? Давайте узнаем, какие состоятся внезапные события в вашей жизни, а у вас они могут быть на целый год. Вообще это 12 лет. Юпитер входит в ваш знак зодиака, но не на 12 лет он входит, но это период жизни на 12 лет, который, даже этот транзит проигрывается для каждого из нас. Хоть, понятно, не все львы, а для вас ведь это особенное время, мои дорогие. И вот смотрите, это последующие 12 лет, которые не будут похожи на предыдущие. И из этой дистанции в 12 будет очень важен год. Вот именно пока Юпитер в вашем знаке зодиака. Это полгода 2026 до конца и еще половина года в 27. Но, и опять же, из этой дистанции в год, архиважными будут именно месяцы, которые будут проходить, с кем это будет связано, какие вы цели перед собой поставите именно до конца 2026 года. Иными словами, если мы себе что-то намечтаем и где-то продумываем уже реализацию нашей мечты, если пусть нам придется потом что-то корректировать, но для вас это может быть то время, когда, знаете, как максимальный какой-то прорыв вы можете в своей судьбе осуществить. Вам планеты помогают, мои дорогие, любимые львы. Ну ладно, что ж там ждет? Давайте посмотрим на картах пасьянса. Тут и расскажут, тут нам и покажут гости. Или вы в гости, или к вам гости. Такое тоже не исключаю. С чем будут связаны события. Может быть, буквально гости, которые приезжают в ваш дом. Или вы кому-то едете. Возможно, это даже, какие-то знакомые недалеко, перемещения на время. Вы можете дома наводить порядок, да, или наоборот, это будет связано просто с какой-то личной историей, которая касается личной жизни и чувств. Все-таки подкова, личное счастье, так называется, трактуется в этом пасьянсе. И здесь могут быть, как и вопросы сами по себе, недвижимости, стены мы говорим, да, но это могут быть точно так же домочадцы. Это правда, посмотрите. Очаг, именно домашний очаг, семейный очаг. Вот такие вопросы у вас могут быть, как на повестке месяца в течение июля. Может быть, вы будете что-то решать, а вполне вероятно ждать гостей или сами надумаете. Кстати, я должна сказать, это точно. Может быть, зародится какой-то план. Вот будьте внимательны к своим желаниям. И если вы сейчас прямо не можете что-то осуществить, это не значит, что это неправдоподобно. Опять же, помните вот о том периоде, о котором я сказала до карт, потому что у вас выпадает дорога, кто-то может серьезно задуматься о переезде, если даже прежде вы вообще об этом не думали. Радость, мои дорогие, но вполне вероятно. Тут, знаете, перемещение может быть, гости, да, может быть, кто-то уезжает, да, иногда гости от нас уезжают, и мы думаем, слава богу, могу вздохнуть свободно, да. И смотрите, у вас выпадает еще кот, флирт, радость, вдохновение, приятные эмоции. Это может быть по коту флирт, если мы говорим новое знакомство. Или, может быть, вы знали человека, но с кем-то захочется познакомиться поближе. Но, скорее всего, тут будет какая-то связь, взаимосвязь, потому что узел – это прочная даже связь, так прописано в этом пасьянсе. Стало быть, что-то вы будете продолжать. Возможно, как у нас период такой с вами, ретро-Плутон, который до середины осени практически, и ретро – это всегда какое-то дежавю. Поэтому могут быть некоторые возвраты даже в тех отношениях, которые вот именно вам были знакомы. Я не исключаю, что это могут быть и экс. Может быть, такие ситуации, да, будут складываться. Может быть, какая-то история совершенно, не то чтобы новая, но само по себе развитие, оно уже не похоже на что-то старое. Вот, мои дорогие, я должна сказать, у нас еще и ретро-Меркурий, а ретро-Меркурий – это всегда все то, что с приставкой переделать, передумать, передоговориться. Стало быть, есть у вас какие-то интересы, и ни одна карта не говорит, что мы куда-то спешим, кстати. Или о том, что у вас
как закрытый путь, закрытые дорожки. Нет, перед вами все дороги открыты, это факт. Но, видимо, выбрать правильное направление вам придется. Причем в такой, знаете, спокойной атмосфере. По крайней мере, это то, что я вижу по картам пасьянса. Но давайте все-таки внезапный поворот мы с вами попробуем распознать, с кем это будет связано. Пасьянс это еще не все. И мы на колоде Ленорман зададим вопрос. Так что же там до конца июля? Что придет на ваш порог? Что нового спешит в вашу жизнь, мои дорогие львы? Важное событие, чем запомнится июль месяц, и что или кого вы не сможете проигнорировать. Вас это не сможет оставить равнодушным. Придется в этом участвовать. Ну и, конечно, мы узнаем, а что же прояснится. Что или кто появится неожиданно, опять же такой поворотный момент. И что изменит вашу жизнь, возможно, и ваши планы до конца июля. Ну и достанем как карту совет и к чему приготовиться. Что будет следовать дальше. Итак, что же там нового идет на ваш порог в вашу жизнь? Много информации. И по этой карте это, знаете, могут быть такие сведения, которые неправдоподобные. Буквально птицы – это поток информационный, причем разные, может быть, потоки. По этой карте мы должны быть внимательны, в принципе, к информации, как будто искать, перепроверять, что же правдоподобно, а что же нет. Так что же это нового идет на ваш порог? Ну, я уже сказала, давайте на колоде Таро мы с вами раскроем поподробнее. Не всему стоит доверять. Тут как будто будет и положительный момент, все-таки это карта сбора урожая. Но и, возможно, это вы будете что-то подводить к финалу. Урожай как будто собран, и вот эта коса нам говорит, будь осторожен, как будто не поранься. Может быть, вот разного рода персоны будут, люди разные в вашей жизни. Как будто итог, урожай вы какой-то соберете. Вы знаете, тут могла быть какая-то запутанная история, которую вы сумеете как раз разобраться. Для вас это тоже будет как элемент новизны. Может быть, это касалось у кого-то работы, у кого-то конкретного человека. Что это такое? Что нового идет на ваш порог? Верховная жрица – это та, которая все знает. У вас будет великолепно работать интуиция. И вот, кстати, информация сбивчивая, да, или такая какая-то разноплановая. Может быть, и люди не говорят правду, а где-то хитрят. И, видимо, вам в этом придется разбираться. Тут будет рациональное зерно, мои дорогие львы, но не всему стоит доверять. Что это еще? Ну, это точно. По рыцарю мечей могут быть такие персонажи, которые, знаете, вот я часто говорю по рыцарю мечей, бунтарь без причины. Ну, либо на эмоциях человек и себя не умеет сдерживать, так-то не обладает, да, в общении. Но все же есть и плюс в этой карте, когда мы ищем правду, истину, и мы ее находим. А по Верховной Жрице здесь правда, может какая-то тайна всплыть или обстоятельства какого-то дела. Поэтому, правда, ретро-Плутон, может быть, в течение лета, шаг за шагом вы будете что-то прояснять. И здесь самое главное, смотрите, по восьмерке мечей вы можете прийти к выводу, что вас какой-то, может быть, предыдущий период что-то ограничивало, не давало возможности. Что нового? Вам, мои дорогие львы, не захочется с чем-то мириться, будьте к этому готовы. Вы ведь сами можете быть вот в таких энергиях, когда да надоело терпеть, надоело ждать, надоело, когда вас водят за нос. Здесь какая-то, знаете, как хитросплетение или чья-то тайна, которая долгое время, я такое могу предположить, все-таки старший аркан, как будто непонятно, когда это началось, или, может быть, это дело, которое движется или тянется долгий период времени. И вот тут действительно с колесом фортуны что нового? Вам сама судьба посылает шанс раз и навсегда решить какой-то вопрос или как минимум с ним разобраться. Причем, мои дорогие любимые львы, вы как будто эту тайну вскроете, откроете, разберетесь. Но Верховная Жрица тогда будет говорить: молчи, лев. Если вы разгадали чей-то хитрый план, не говорите это человеку. Пусть он так и проживает в неведении, думает, что он самый умный или самая умная, что всех обхитрил, обошел. А вы наблюдайте.
Но будет тот момент в июле, когда вам придется действовать. Потому что именно так работает фортуна. Это как, знаете, какая-то случайность. Может быть, случайность в разговоре, когда, ну, как, знаете, за язык поймать. Вот есть такое выражение. Или когда даже словесно, да, мы можем какой-то факт сказать человеку, и тем самым, ну, как не открутится, не отвертится. Но у вас здесь может проясниться какая-то действительно запутанная давняя история. Вот смотрите, аркан колесо фортуны и мир. Вот правда, добрая энергия, Юпитер в вашем знаке зодиака вам открывает совершенно, ну как мир практически. У вас нет закрытых, опять же, путей. Более того, фортуна сейчас на вашей стороне. Вообще, по колесу фортуны подразумевается победа в каком-то вопросе. И значит, это тот вопрос, который долгое время стоял на паузе. Это те темы, в которых была не просто путаница, а может быть, со стороны других людей какие-то умышленное вот позиционирование себя или умышленные какие-то обещания. Вы тут, правда, какую-то тайну, загадку. Может быть, для вас что-то станет настолько очевидным, и я не говорю, что прямо одним махом тут все завершится. Нет, вы тоже будете склонны решать это осторожно, аккуратно, чтобы себе не навредить, опять же, да, не случайно эту косу достала. Возможно, это, знаете, как какой-то вопрос или сложное дело во взаимодействии с каким-то человеком. Все-таки я тут вижу человека. Ну, пусть это у кого-то работа, у кого-то личная жизнь, у кого-то, может быть, и личная жизнь, но это вопросы дел, недвижимости, к примеру, или каких-то дальнейших планов. И есть, видимо, один пункт, когда вы начинаете сомневаться, и вам захочется эту тему развить. И у вас это получится, и словно, знаете, как на ладони, все прежние обещания или какие-то прежние планы, возможно, и ваши, возможно, и человека. Вот у вас действительно тут наступает ясность, но вы будете это делать или действовать в разговоре именно с позиции себе не навредить и, самое главное, получить вот какую-то победу и конечный результат, или, может быть, что-то довести до ума. Возможно, и согласитесь на такой даже маневр, я этого не исключаю, и будете тут что-то просчитывать, когда так бывает в нашей судьбе, когда есть определенная персона, и нам, может быть, и не очень хочется с ней общаться, но мы понимаем, что для пользы дела нужно держать марку какое-то время. Вот это общение будет совершенно необходимо. Вот что-то такое. Это как новое, как будто переложить какую-то старую историю на новые рельсы. Важное событие. Чем вам запомнится июль? Документы, смотрите. И здесь это может быть как получение новости, и в нашу цифровую эпоху это может быть что угодно, важный звонок. Но больше, конечно, в чермаркете буквально конверт, сургучная печать, какое-то важное, может быть, и письмо или сообщение. И если мы говорим ретро-меркурий, это хороший период для того, чтобы, допустим, пересмотреть, переподписать какие-то контракты, пересоставить документы, может быть, и банковские, я такое тоже не исключаю, может быть, у кого-то вопросы кредитов, или наоборот, рассчитаться, вот, кстати, да, но у каждого тут будет что-то свое, но все же я больше вижу, это именно какая-то бумага, важный документ, который вы можете, это как важное событие, это как некий пункт, точка нового отчета именно идет к вам через бумагу. Иногда по этой карте мы можем, ну ведь это соответствие, смотрите, 27, а по нумерологии в сумме 9, а 9 это всегда число вибрирующее, это число перемен. Поэтому для чего-то возможно правильное составление документов, возможно это по работе, у кого-то отчеты, может быть ваша работа связана вот с той мерой ответственности, когда на вас груз забот еще и по документам лежит. Тогда, мои дорогие львы, будьте внимательны, вам нужно, знаете, это как все составить или все перепроверить так, чтобы комар носа не подточил. Вот есть такое выражение. Давайте раскроем поподробнее, что же там за важное событие в жизни львов, с чем, с кем это связано. Отшельник. Усталость может быть. Вот, кстати, этот период июля может совпадать с тем, что нам захочется уединиться. Но по этой карте никто не мешает. Я очень люблю именно за это, вот за это качество, когда выпадает отшельник. Если мы немножко на своей волне, то, стало быть, не будет и помех.
Мы найдем в любом случае какой-то выход даже из сложного положения. Но все же, мы ведь спрашивали, что или кого вы не сможете проигнорировать. Тут может быть возврат какого-то человека или продолжение, как в новом ключе, какой-то истории. Возможно, той истории, когда человек закрывался или какое-то время словно уходил в этого отшельника. Вы здесь можете поменяться местами, кстати, вот с этим человеком. Потому что у вас энергии меняются. Я тут вижу взаимосвязь между этими двумя позициями. Важное событие. Здесь может быть такая история, смотрите, два старших аркана. Тут, правда, либо связано с обстоятельствами, либо с людьми. И, видимо, будет какой-то поворотный момент. Может быть, он будет связан и с человеком, и с документом. Когда вы что-то переиграете. Возможно, и вы будете действовать совсем другими методами. Для вас, тем не менее, все то, что я сказала, с получением какого-то свидетельства или пусть это даже информации, вполне вероятно, это важный разговор, важная беседа, какой-то важный контакт. Хоть я и вижу бумаги, но все же тут по-разному. Письмо – это именно сообщение больше трактуется в Ленорман. Но для вас этого пункта совершенно новый цикл жизни. Вот по отшельнику, ведь это всегда мудрец, вы какие-то мудрые решения будете принимать. Кстати, к вам, мои дорогие львы, могут по работе, может быть и в личной жизни, обращаться как к эксперту, потому что к отшельнику именно за советом обращаются. Давайте дальше узнаем, а что же прояснится, ведь тут какая-то путаница. Тем не менее, посмотрите, карта собака очень добрая. И собака – это всегда друг. Более того, десятка червей. Как бы соответствие идет этой карте. Но это та дружба, которая без догмы, без каких-то регулировок. Она построена на искренности. Не случайно в чаромаркете без поводка, без ошейника прорисовал собачку. Возможно, это какие-то сложные даже отношения, когда вы были с каким-то человеком, у кого-то в ссоре. Или когда вы были на расстоянии. Вполне вероятно. Для кого-то из вас может состояться важная встреча, или вы будете продумывать дорогу к такому человеку, или он к вам. Все-таки у вас много таких, ну вот у кого-то это проиграется. Может быть важная встреча, правда важный разговор. И в этом важном разговоре вы что-то проясните. Я, кстати, не исключаю, что вы проясните, как готов действовать человек, насколько он готов углубиться, допустим, в ваши отношения. Или, если это работа, какую меру ответственности он готов на себя взять, какова в принципе дружба или взаимодействие с какой-то персоной, но также я допускаю не случайно в зубах держит этот поводок собачка и как будто предлагает, да, я готов быть рядом с тобой, я готов тебя сопровождать, да. Вот этот милый песик, вот ваш адрес, тоже такое может проиграться. Хотя, я ведь не исключаю, мы все разные. И вы можете как кому-то предлагать свою дружбу, кстати. Давайте мы еще достанем карту, что же прояснится. Вот будьте готовы к тому, что будет время X. И по колесу фортуны мы чего-то не должны оставить на потом. А восьмерку жезлов я часто называю карта доброй трансформации, причем стремительной. И не случайно, наверное, у вас выпала карта птицы, когда будет много разной информации. Будет и та, которую, ну вот знаете, как отместать можно, которая не имеет никакого значения. Но у вас будет еще и тот информационный поток, который вам, может быть, в ворохе какой-то информации. Вам придется вот вычленить рациональное зерно, и здесь будет не одно «но», а как минимум два, потому что по восьмерке жезлов это как, вот смотрите, 8 жезлов в одной точке, у вас как 8 дорог в одном пункте жизни. Но еще и колесо фортуны, 2 карты у вас выпадают в скорости. Поэтому тут как ускорение, как минимум в 2 вопросах, когда что-то как раз с учетом карты собака и будет проясняться. И 18 мы говорим 9, а здесь десятка червей.
И я тут вижу более такой, знаете, подходящий для вас момент, когда вы даже какую-то запутанную историю, может быть, это сразу несколько обстоятельств, может быть, это будет связано именно с каким-то человеком, когда вы сумеете не только прояснить, как довести что-то до ума, так и действовать более свободно или более для себя как-то больше плюсов от этого получать. И я больше вижу, что тут то, что прояснится, вы этим останетесь довольны. По сути, вы набираете свою силу, вы набираете как какую-то возможность к осуществлению вашего плана, как новые дорожки открываются перед вами, или наоборот, пусть это будет решаться какой-то вопрос, и для вас может стать еще такая тема, когда вы будете фильтровать свое окружение. Очень интересно. Так вот, что или кто появится неожиданно? А вот смотрите, здесь может быть такой человек, 33 в сумме, 6, это у нас всегда победа. Ключи сейчас в ваших руках. Но здесь может появиться и человек, который долгое время, ну, с учетом аркана отшельника, как будто увиливал, например, да, или делал вид, опять же, если мы рассматриваем первый вариант, что он занят, например, бывает же такое, или как не выходил какой-то человек на связь, а у кого-то из вас свой конкретный разговор или какая-то своя конкретная тема, которую вы хотите прояснить. Поэтому здесь что или кто появится неожиданно. По аркану победа именно ваша. Здесь появится какой-то неожиданный момент, случай, его величество, не случайная случайность или поворотный момент, будем говорить, да, потому что я не исключаю, что договариваться придется, но все-таки главную скрипку ведете вы, ключи в ваших руках. Кто-то может появиться даже по части личной жизни с каким-то предложением, которое вы тоже будете рассматривать. Но решать будете именно вы, мои дорогие львы, потому что сейчас ключики будут, как находясь в ваших руках, ключики будут использованными и именно по той надобности, как этого вы захотите. Конечно, по этой карте будьте внимательны. Почему? Потому что роза внутри клетки. Имеется в виду, мы как закрываемся от кого-то или наоборот открываем. Открываем возможность к общению. В какую сторону вы повернете эти ключи, будет зависеть от вас. Но все же, когда эта карта выпадает, это какая-то возможность для вас. Что или кто появится неожиданно. Еще одна карта, которая вот похожа, кстати, на аркан птицы в Ленорман по 5 жезлов, много информации. И снова нам выпадает 9 мечей, 8 практически те карты внутренних страхов, сомнений. Это мы кому-то опять же не верим. Почему не верим? А потому что уже какой-то пройден предыдущий период. Вот смотрите, вы будете четко разграничивать, как и в отношении людей, фильтровать свое окружение, причем, может быть, и не только близкое, но и далекое. Вы построите или начнете строить уже где-то планы в июле. Планы такие на более далекий период, потому что у вас аркан мир выпадает. Для кого-то из вас это будет точно какая-то ясность с некоторыми вопросами, даже, может быть, не с одним, а как минимум с двумя, в 2 темах. Когда вы поймете, что вот так, как было раньше, я точно так не хочу. Но решение вам какое-то придется принимать. И мы спросили, что или кто появится неожиданно. Будьте готовы к тому, что тут из людей, из информации сложится какой-то момент, когда вам придется, может быть, для кого-то очень быстро принимать такое решение. Иными словами, я закрываюсь или я наоборот, как допускаю продолжение какой-то истории, какого-то контакта. Что изменит вашу жизнь? Что изменит ваши планы? Но все же тут есть аркан саркофаг, говорит о том, что прошлое должно быть оставлено в прошлом. Я только что об этом где-то сказала. И, видимо, неизбежно львы будут стремиться к тому, чтобы по максимуму все то, что касается благополучия, все то, что касается реальной жизни, то, что не звучит как какое-то размытое, пространственное такое обещание, а то, которое подкреплено действием и реальными какими-то, ну, как итогами или достижениями. Вот это вас будет интересовать. А что изменит ваши планы? Вы не захотите что-то ждать. Вам
просто уже неинтересно что-то продолжать. Вам неинтересны чужие игры. Я могу допустить, мои дорогие. У кого-то может случиться так, что вы прежде чего-то не видели. Вы были в ком-то уверены. Может быть, вы даже для этого человека сделали много хорошего. Вот, видимо, как глаза у вас откроются на некоторые события. И, видимо, это часть программы для того, чтобы окончательно, да, была ваша победа. Или вот по колесу фортуны иногда, чтобы устремиться вперед, нам предстоит вернуться назад или сделать эти пару шагов, чтобы окончательно разобраться, поставить точку и уже свободно, спокойно идти уверенно вперед. Значит, есть такие поворотные моменты, когда у вас могут меняться сами планы. По аркану саркофаг меняется сама концепция жизни. Карта совет. И к чему приготовиться? Правда, всадник. Всадник – это тоже вести. Это какое-то предложение от человека. Предложение может быть связано, поскольку всадник, он движется, скачет. Это перемещение. Возможно, это будет дороги, мы тут говорили. Для кого-то это совпадет, к чему приготовиться, совершенно новые планы. Причем те планы единицы, да, как жизнь в новом цикле. Жизнь совершенно как в другой реальности. У вас может даже в течение июля быть такой внутренний, как переломный момент в вашей судьбе. Вы можете ощущать вот именно веление сердца, души, но еще и обстоятельств, которые для вас как закрывают одну какую-то историю и открывают весь мир. Для кого-то из вас вопросы, пусть даже карьеры, но я могу такое предположить. Все-таки девятка. У нас тут червей, у вас и десятка, и девятка червей выпадала. Если мы говорим именно о колоде Ленорманда, у вас не просто окружение, а у вас тут еще какие-то проекты могут совпадать, которые связаны с тем, что как работа, чтобы вам нравилось этим заниматься, чтобы вам в реальной жизни это еще приносило какой-то доход. Видимо, прагматичность не просто вас, как-то подталкивает вот к составлению новых планов или новых перспектив, а еще и желание вот не ошибиться, да, не попасть в просак, не подзастрять еще раз в какой-то ситуации. Вас наделяют и силой, вас наделяют энергией. И вы можете прийти к важному выводу, что как никогда, именно в июле, для меня будут важны связи, мои дорогие, контакты. И именно те люди, которые готовы не на словах, а на деле что-то продолжать дальше, куда иду я. И кто готов меня сопровождать. Но сопровождающий у вас будет, это точно, как минимум один человек. Но это может быть, знаете, как я уже говорила, даже в тех энергиях, когда вы, мои дорогие львы, рассмотрите это, пусть на какой-то короткий этап жизни, на короткий период времени, именно потому, что вам нужно решить какой-то вопрос или какую-то проблему. Но тогда надежд вот пустых у вас уже тоже не будет. И в этом, можно сказать, очень сильная позиция. Лев что-то задумал. Видимо, в течение июля вот эти задумки и ваши планы у вас кардинально могут измениться. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.